Всем доброго времени! В этом видео вариант закусок как на рождественский, новогодний стол, так, конечно же, к любому празднику. Проверенный вариант тех, что улетают со стола первыми, они очень вкусные, эффектно выглядят и очень сытные. Также экспериментировала с новыми основами под закуски. Еще вариант, как оформить красиво колбаску. Открытием просто стал салат, которым заполнила картофельные корзинки из простейших продуктов, но он очень вкусный. Думаю, готовить его вместо оливье, ну такой вкусный, что хочется еще. Как на мой взгляд, получилось идеальное сочетание с картофельными корзинками. В этом видео рецептом, конечно же, поделюсь. Экспериментировала я с рисовой бумагой как основой под закуски. Своим мнением поделюсь в конце видео. Начну с эффектной красивой закуски ракушки. Для этого понадобится слоеное тесто. Если замороженное, конечно, уже предварительно его разморозить. У меня оно очень тонко раскатанное, примерно толщиной 2 мм. Вырезаю с помощью стакана круги диаметром 7,5 см и одну сторону нужно сразу подвернуть. Вот так вот подворачиваю, уже формирую, придаю форму ракушки. Вспомнила, что у меня есть такой фигурный нож, если у вас есть, отлично, намного красивее получается. Но также у кого нет, увидите, тоже красивая получается форма ракушки с жемчужинкой. Острым ножом делаю такие надрезы. Насквозь тесто я не прорезаю. Один желток, немного молока, буквально 1 столовую ложку, и очень хорошо все смазываю. Также хорошо прохожусь кисточкой по краям. Тогда ракушки получатся очень красивые и глянцевые. Отправляю в разогретую духовку 180 градусов. Выпекала примерно 15-20 минут до вот такого вот красивого цвета. Разрезаю острым ножом, не до конца. Делаю такой надрез ближе к шляпке верхней. Раскрываю и можно будет наполнять. Приготовлю начинку. Это мой идеальный вариант. Тунец, всю лишнюю жидкость я сливаю. Еще раз прохожусь салфеткой, чтобы убрать лишнюю жидкость, чтобы не намочить саму основу. Добавляю творожный сыр. Здесь у меня пекинская капуста. Я еще просушила ее бумажным полотенцем. Можно вместо нее салат айсберг. Будет более сочно-хрустящий. Я же добавляю для хрустинки или еще для свежести свежие сырые брокколи. Если не любите брокколи, можно так и оставить, будет уже очень вкусно. Можно добавить зеленый лук, либо же фиолетовый лук, будет также вкусно. Наполняя заготовки, делать это, конечно, нужно аккуратно, но скажу, что хорошо держат форму, не намокают, долго остаются хрустящими с такой начинкой. Конечно же, жемчужинку, и получается такая вот вкусная, красивая, эффектная закуска. Эта закуска улетает всегда со стола первой. Шампиньоны, запеченные в духовке в беконе. Всегда шампиньоны я чищу и мариную таким образом. Либо просто запечь, либо с сыром получается очень вкусно. Как вариант, если не любите и не употребляете бекон, есть вариант таких шампиньонов с сыром камамбер. Видеорецепт есть на канале. Беру пару ложек соевого соуса, еще добавляю немного соли, черный молотый перец, сметану или майонез, можно густой йогурт. Все. Немного сока лимона. Все хорошо перемешиваю. Желательно дать немного времени так промариноваться. Выкладываю на противень, застеленный пергаментом, отправляю в духовку. Вначале выпекаю сами шампиньоны до хорошо красивого цвета аппетитного, а затем вынимаю, заворачиваю в бекон и отправляю в духовку выпекаться. Также такой вариант очень вкусно получается на гриле. На канале рецепт копилочку уже есть новогоднее рождественское меню. Это версия нашего такого семейного домашнего уютного варианта. Если вы еще не видели, можно посмотреть, есть в ленте на канале. Также здесь, конечно, рецепты на каждый день, на праздничный стол. Для удобства разделила все на плейлисты. Когда не знаете, что приготовить, заходите, листайте ленту. Возможно, что-нибудь вдохновит. Здесь уже фотографии только готовых изделий. Вызовет у вас аппетит и желание приготовить, либо же вы вспомните свой любимый рецепт. Канал Рецепт Копилочку. Если вы еще не готовили такие шампиньоны, очень рекомендую попробовать. Это очень вкусное, сытное блюдо. Картофельные хрустящие корзинки. Как по мне, это отличная замена не только тарталеткам, но и как отдельное блюдо можно подавать как горячим, так и холодным. Я беру форму для кексов таких мини, у меня они диаметром 4,5 см. Можно, конечно, брать обычную форму для маффинов.
Понадобится картофель, его нужно измельчить, я это делаю с помощью комбайна, либо измельчить на мелкой терке. Хорошо все процедить через дуршлаг, либо же отжать через марлю, чтобы убрать лишнюю жидкость. Добавляю одно сырое яйцо, немного твердого сыра, пару столовых ложек муки, соль, черный молотый перец. Все хорошо перемешать. Напомню, что форму предварительно смазала растительным маслом. Выкладываю картофель и с помощью подручных средств делаю такие углубления, чтобы получилась такая корзинка. Главное хорошо постараться углубить, будет немного еще подниматься во время выпечки. Ничего, если бортики будут выше, небрежно будет еще намного красивее. Отправляю в разогретую духовку 180 градусов, выпекала примерно 40 минут. До такого красивого румяного цвета. Такие вот красивые корзинки получаются, можно наполнять салатом, любой закуской, либо же можно, например, жульеном отправить опять в духовку и запечь под сыром. Я же приготовлю очень вкусный салат, вообще он нарезается достаточно крупно, крупной соломкой. Здесь стараюсь нарезать мельче, так как корзинки у меня маленькие. Я еще отдельное видео запишу этого салата, он действительно очень вкусный. Лук нарезала перьями, обжаривая до слегка золотистого цвета. Добавляю шампиньоны, жарю все вместе. Когда шампиньоны поменяли цвет, испарилась влага, добавляю соль, черный молотый перец. И довожу до аппетитного цвета, как мне нравится. Я с большим удовольствием читаю ваши комментарии. Мне всегда нравится, когда вы делитесь своими идеями. Чем вы наполнили такие корзинки, напишите, пожалуйста, поделитесь в комментариях. Еще для этого салата понадобятся яйца, маринованный огурчик. Соединяю все ингредиенты, добавляю чеснок. Буквально пару зубчиков, он не так здесь чувствуется. Еще понадобится отварное куриное филе. Разбираю с помощью миксера вот на такие волокна. Это очень классный действующий лайфхак. Конечно, емкость нужно брать поглубже и побольше. Добавляю курицу. Заправлять буду майонезом. Кто не первый день со мной на моем канале, уже знает эту баночку. Уже очень много времени готовлю домашний майонез сама. Если у вас еще не получается, очень подробный рецепт есть на канале. Думаю, должен получиться у всех. Все хорошо перемешиваем, и вкусный салат из простых продуктов готов. Наполняю корзинки, и это, на мой вкус, идеальная закуска. Такие корзинки получаются очень нежными на вкус, с хрустящей основой. Сама корзинка не намокает, я думаю, такую можно под любую начинку. Красиво и эффектно подадим любимый салатик и как красиво оформить любой вариант колбаски. Конечно, беру оливки и маслины без косточки. Делаю каждый такой небольшой надрез во всю длину, но не прорезаю насквозь. Колбаску любой формы, здесь у меня такая продолговатая, но также можно и круглую. Сворачиваю бантиком и просовываю как бы в колечко. И вот такие красивые, симпатичные бантики получаются. Их можно не на одну тарелку, а также разложить по разным тарелкам, и так, мне думаю, будет тоже красиво и эффектно. А если вы еще не знаете, как оформить колбасу в виде розочки, очень удобные красивые закуски, есть такой вариант на канале в новогоднем меню. Приготовим еще одну закуску. Любимый чесночный сырный салат с орешками. Яйца отварные, плавленый сырок. Все хорошо разминаю вилкой. На терке я уже давно не натираю. Добавляю немного сыра твердого, чтобы лучше держали форму. Чеснок по вкусу. Можно добавить немного соли, черного молотого перца. Сразу проверить на вкус. Орехи я хорошо подсушила на сковороде. Часть я оставила так. И часть я измельчила, когда полностью орехи охладила. Катаю шарики, в каждый выкладываю орешек. Здесь у меня разные орехи, чтобы было разных цветов. Немного фисташек для цвета.
И вот так красиво можно подать традиционный любимый салатик. Также мне нравится такой салат оформлять в сырую натертую морковь на мелкой терке. Можно также и в кокосовую стружку. Здесь уже полет фантазии. Этими рецептами делилась в прошлом новогоднем меню. Также там есть, на мой взгляд, красивый эффектный салат в виде змеи, фаршированные лодочки баклажаны. Вот такой вот стол получился. Кто еще не видел, зайдите, видео есть на канале. Здесь вроде бы все понятно, но на мой вкус главное взять свежий хрустящий багет, не подсушенный хлеб, а именно свежий багет, намазать вкусным маслом и сверху икру. Такие красивые закуски получились. Надеюсь, что было полезно вам этим видео. Какие больше понравились и будете готовить, поделитесь, напишите в комментариях. И всегда от вас очень жду обратную связь, ваши рекомендации, советы. От себя же хочу сказать насчет рисовой бумаги. Мне не понравилось использовать ее под закуски. Она очень жирно получается, чувствуется масло и очень быстро размокает. Вот такая от меня рекомендация. Не готовьте под закуски. Ее можно использовать, как на мой вкус, гораздо вкуснее, эффектнее и полезней. Уже готовила, есть наработки интересными рецептами, проверенными, уже поделюсь с вами на канале. Кто не подписался, подписывайтесь. Делитесь с друзьями рецептами, которые вам понравились. Буду благодарна за любую активность. Это, конечно же, помогает продвижению моего канала. И это от вас лучшая благодарность за видео, рецепты, которые вам понравились и были полезны. Хочу поздравить вас с наступающими праздниками и всем пожелать мира, добра, любви, достатка всем. И очень надеюсь до встречи на канале Рецепт Копилочку.